Здравствуйте, друзья! Вы на канале Астро БТ, и это вторая часть нашего путешествия в Китай. Эта страна, несомненно, считается одной из самых инновационных в мире. Из года в год Китай представляет миру постоянные улучшения и развитие технологий во многих отраслях промышленности. На территории Китая располагается огромное количество производственных площадок различных категорий товаров. Несомненным лидером в производстве бытовой техники в мире и, конечно же, в Китае является Midea Group. Название этого бренда увидеть в Гуанчжоу можно повсеместно. Остановки, станции метро, вывески в торговых центрах и большое количество заводов по всему Китаю. Если вы еще не видели масштабов павильона Midea на Кантонской выставке, то обязательно посмотрите первую часть. А в этом видео мы покажем небольшую часть заводов компании Midea, которые мы успели посетить. Каждый завод – это огромные территории с большим количеством цехов и производственных линий. Конечно, в провинции Гуандун расположилось много заводов по разным категориям товаров, ведь и головной офис компании находится здесь же, в городе Фошань. Остановиться в этом городе и не побывать в офисе было бы преступлением. Вживую головной офис компании Midea впечатляет еще более, чем на фотографии. Находясь здесь, осознаешь всю мощь и амбиции компании номер один в мире по производству бытовой техники. Компания Midea, или как ее называют в самом Китае Midea, была основана в 1968 году и когда-то начинала с производства пластиковых пробок для бутылок. Всего за 60 с лишним лет компания выросла до невероятных масштабов производства бытовой техники. Сегодня Midea производит различные категории товаров как под собственным именем, так и для многих именитых брендов. В состав Midea Group входят многие известные бренды, например, Toshiba, известный и премиальный бренд Колма, а также бренд Comfy, который пока еще мало известен на рынке Казахстана, так как выпускается в основном на Европу, но, к счастью, уже доступны у нас. Компания имеет свои собственные инженерные и научно-исследовательские институты, поэтому все технологии разрабатываются и проектируются самостоятельно, без привлечения сторонних заводов и компаний. Внешний вид заводов Midea совсем непривычный заводской. Ухоженная чистая территория, обязательно облагороженная зелеными насаждениями, что порой кажется, что мы приехали в какой-то санаторий или пансионат. Просторные светлые холлы, комнаты для встреч и переговоров, кофе-румы и места для отдыха. Территории заводов огромные, поэтому чаще всего между цехами и линиями мы перемещались на специальном электрокаре, хотя прогуляться пешком было тоже интересно. Рядом с одним из заводов мы увидели жилые дома с оборудованными близ них площадками для отдыха и спорта. Мы, конечно же, полюбопытствовали у Лилен, что это за дома. I see here that buildings. Is it for your workers or? Yes. Yes, this is benefits from our company to employees and workers. Also for the employees, professors hired from maybe other country, our factory provide very low price to rent the house to them. Yes. Lower than this market. Yes, around maybe half of the market price to rent the house to living, and also very convenient for them to work in office, also work to the factory. Except this one building, we also have many buildings near to the factory for the workers. It's very good. Yeah. I think that workers appreciate this. And I see here also tennis for basketball playing. It's also for workers. Yes, also for workers. And we also will have activities, maybe a soccer game or ping pong games for the workers, and we can play very frequently and also be healthy. Yeah. It's very good. Yeah. Thank you. Thank you.
Вы только посмотрите, какая территория завода. Безумно зеленый, и так еще душевно поют птицы. Просто красота. Поэтому, конечно же, работать в такой компании, как Midea, комфортно и престижно. Внутри каждый цех выглядит очень современно. Со входа располагаются огромные мониторы с важной информацией. Это, конечно же, план самого цеха и в целом завода, памятки для сотрудников и самые главные цифры выполнения планов. Причем не только по линии и цеху, но и в целом по данному заводу, а также по аналогичным заводам на территории Китая. Конечно, эти цифры крайне конфиденциальны, поэтому мы можем вам показать только масштабы этих мониторов. Обычно каждая линия производства состоит из нескольких этапов или чаще ярусов. На каждом изготавливаются ключевые элементы, которые в конечном итоге съезжаются на заключительную линию сборки и упаковки техники. Midea имеет полный цикл производства бытовой техники, когда будущие посудомойки или мультиварки еще выглядят как стопка листов нержавеющей стали и бобин с медной проволокой. И именно здесь сырье превращается в современную технологичную бытовую технику, без которой мы уже не представляем наш быт. Конечно, обойти весь завод невозможно, по крайней мере, за те полдня, которые у нас были выделены на посещение каждого. Но мы постарались напроситься в самые интересные места производства для того, чтобы показать их вам. Все заводы Midea автоматизированы и оснащены производственными роботами Kuka, Yaskawa и Kawasaki. Эти компании уже давно входят в состав Midea Group. Роботы принимают участие на многих этапах сборки и производства техники, например, на сложных этапах или тех, которые требуют высокой точности работы. На заводе по изготовлению СВЧ и духовых шкафов огромное количество роботизированных пресс-машин изготавливают элементы корпуса. Подают сырье под пресс исключительно роботы. Обычно за целой такой линией следят 1 или 2 инженера. Сборка в готовый корпус осуществляется за считанные минуты. Вы только посмотрите, какое количество заготовок корпуса ожидает завершающего этапа – нанесения высокоплотной эмали. В среднем заводы по производству СВЧ и духовых шкафов, которые находятся близ Гуанчжоу, выпускают до 5 миллионов единиц товара в год. И это я говорю только про СВЧ. Далее корпус и противни уезжают на специальном фуникулере в покрасочную камеру, где наносится эмаль высокой плотности. После она запекается при температуре 850 градусов Цельсия. Когда внутренняя часть корпуса подготовлена, она оборачивается в теплоизоляционные материалы. Все материалы используются фольгированные, чтобы избежать потерю температуры внутри духовки и нагревания окружающих предметов. Материал мягкий, как одеяло. Важно не оставить просветов на стыке лоскутов, поэтому его крепление происходит вручную, плотно оборачивая корпус будущей духовки. Далее собирается внешний корпус и элементы управления. Абсолютно каждая модель проходит проверку на включение, работоспособность и замер основных параметров. Ну а дальше уже уходит на упаковку. Кстати, каждую модель проверяют не все производители, так как это занимает много времени. Чаще всего проверяют лишь несколько товаров из партий. Упаковка товара и распределение на хранение на всех заводах Midea автоматизировано и стандартизировано. Когда видишь, как роботы ловко справляются с коробками, это, конечно, завораживает. Следующий завод, который расположился в провинции Гуандун, это завод по производству посудомоечных машин. На территории каждого завода есть шоурумы, в которых представлены модели, выпускаемые здесь. Здесь мы увидели внутренние компоненты и комплектующие, которые используются при изготовлении посудомоечных машин, а также типичные варианты планировок для кухонь в разных странах мира. Midea старается учитывать особенности кухни и еды потребителей со всего мира. В комнатах тестирования посудомоечные машины проверяются на работу с водой, сколько открытий и закрытий переживут дверцы, а также какой максимальный вес выдерживают корзины для посуды.
А замер качества работы делают, отмывая настоящую еду. Соусы и продукты, которые чаще используют в разных странах, наносят на посуду, дают время, чтобы это присохло, и только после загружают в устройство для проверки. Завод, конечно же, во многом автоматизирован. Роботы перемещаются от линии к линии по специальным QR-кодам, ввозя необходимые комплектующие. Работа на линии идет бурно и быстро. Тут же происходит замер основных параметров и технических характеристик, чтобы устройство не превышало допустимых значений. Сборку и проверку проходят все модели примерно одинаковую, хотя некоторые бренды имеют свою эксклюзивную линию. So the finished goods from the product line will be transferred here. And we have a robot there. They will put the finished goods on the shelves. And these vehicles will transfer these shelves to the corresponding location. And you can see there, the containers are loading, right? My dear. They're loading, my dear, yes. Are there any differences on control depending on brand? Samsung and other? No. One brand and one order will be placed in the same place so that the vehicle can find it. Control for Yes, we will control the location of the stock so that once the container arrives, we can very quickly find where it is, and we can pick the box here so that it can be loaded. testing and control for all the brands the same. Testing. Testing and controlling for all the brands the same. Yes, No difference. no different. The same. They were in the same warehouse, no different. But for product line, maybe Samsung has an exclusive line because it's the biggest OEM brand. So maybe it has an exclusive line. But when they are in the warehouse, the same. No different treat. That's all. That's a whole life of one dishwasher from the spare parts to the finished good and be transferred. That's all. Для масштабов Гуанчжоу завод по производству мелкой бытовой техники расположен совсем недалеко от завода посудомоечных машин. Ехали мы совсем недолго. Каждый завод Midea имеет свой шоурум, в котором представлены актуальные товары, которые производятся на этом заводе. И сейчас мы находимся в шоуруме мелкобытовой техники. Давайте посмотрим, что здесь представлено. Категория мелкой бытовой техники, коротко МБТ, однозначно одна из самых красивых и разнообразных категорий. Только в шоуруме глаза разбегаются от разнообразия моделей и их дизайна. Сюда относятся и мелкая климатическая техника, увлажнители до очистители воздуха, а также мультиварки, хлебопечи, блендеры, йогуртницы и грили. Midea имеет большой ассортимент кухонной МБТ. Разные модели мультиварок и скороварок полностью изготавливаются на собственных заводах. Даже чашу компания Midea делает самостоятельно. Пресс-формы задают необходимую форму чаши, будь то кастрюлька или котелок, а роботы ловко монтируют тен в основании. Даже электромагнитный индуктор для мультиварки делается самостоятельно. На ранее отлитый корпус за пару секунд наматывается медная проволока и подсоединяются контакты. И вуаля, индукционная катушка готова. В шаговой доступности от площадки с мультиварками располагается производство электрических варочных поверхностей. А здесь варочные поверхности изготавливают. А теперь мы пришли на завод, где изготавливают варочные поверхности Midea. Принцип создания индукционной катушки для поверхности идентичен с мультиварками. На этой площадке мы увидели предельный цех, но только из металла. Как из огромных бобин с тонкой медной проволокой создаются жгуты необходимой толщины в зависимости от нужной электропроводимости. Вот он, полный цикл с самого начала. Но после каждую катушку еще нужно проверить, подав на нее электричество. Если будет выявлен брак, то такое изделие просто снимают с линии. До производства чайников тоже необходимо идти или ехать на электрокаре.
Казалось бы, что может быть проще чайника? Но и на этой линии это нехитрое бытовое устройство подвергается жестким проверкам на качество. Вы только представьте себе, абсолютно каждый чайник проверяется на обнаружение протечек, включение и безопасное отключение в случае отсутствия воды. Одна такая линия собирает до 15 тысяч чайников в день. Всего таких линий около 30, и каждая собирает отдельную модель. Каждый этап на линии сборки и производства сопровождается проверкой на качество. Вот, например, наш коллега предумышленно вынул шуруп. Сразу же загорается красная лампочка, оповещающая о неполадках. Скрупулезная система отслеживания качества продукции продумана на всех заводах и предусмотрена даже для простых устройств. Одинаковые эталоны и условия для всех категорий техники. В этом вся Midea. Китай – фантастическая страна. Здесь современная архитектура, масштабные производственные площадки и бетонные развязки невероятных размеров утопают в зелени растений и комфортно соседствуют друг с другом. А если вы приехали в эту южную провинцию, не забывайте, что здесь огромное количество достопримечательностей. Гуанчжоу, столица провинции Гуандун, по праву считается экономическим, транспортным, научным и культурным центром всего Южного Китая. Здесь есть все. И научно-исследовательские центры, и огромное количество производственных площадок, а также уютные отели, рестораны, бары, где можно попробовать настоящую кантонскую еду. Сейчас мы находимся в районе Хайчжу, где можно увидеть одно из самых высоких строений в мире. Это Кантонская телебашня. Ее высота 610 метров. Помимо этого, это еще один из самых элегантных небоскребов в мире. В ней есть новейший кинотеатр, ресторан, а наверху находится смотровая площадка и колесо обозрения, с которого открывается невероятный вид на весь Гуанчжоу. Многие наиболее примечательные места в Гуанчжоу расположились на берегах Жемчужной реки. Только ее набережная протянулась приблизительно на 23 километра. Это настоящая транспортная артерия, которая по праву считается визитной карточкой города. Днем можно посетить дрейфующий на водах реки остров Шамань, а вечером, когда набережная осветится огнями ближайших небоскребов, прокатиться на борту круизного судна. Ночной круиз по Жемчужной реке – одно из любимых туристами развлечений в Гуанчжоу. А вот ранним воскресным утром в городе Фошань довольно пустые улицы. Разве что в парке местные жители занимаются спортом. Зато с легкостью можно посмотреть местные красоты, зеленые улочки и прогуляться по местным ресторанчикам, которые начинают свою работу довольно рано. Кантонская кухня считается одной из самых экзотических в Китае. Она включает в себя практически все виды мяса, свинину, говядину, курицу, а также субпродукты, куриные и гусиные лапки, улиток и змей. Сейчас наш путь лежит из Гуанчжоу в район Наньша для того, чтобы посетить фабрику по производству кондиционеров. Друзья, мы находимся в холле одного из самых технологичных заводов Midea, который находится в районе Наньша. Здесь производят кондиционеры Midea, Comfy, а также под другими известными брендами. Территория только одного завода просто поражает. Безусловно, Midea в климатической технике впереди всей планеты. Конечно, как и на многих заводах Midea, линия автоматизирована. Причем решения для применения промышленных роботов крайне разнообразны. Это и производственные машины-манипуляторы, которые позволяют стандартизировать все производственные процессы, и различные мобильные платформы-погрузчики, которые доставляют необходимые компоненты к сборочной линии, перемещаясь по QR-кодам на полу. На заводе кондиционеров для этих товарищей выделена отдельная парковка. Мы прошли по нескольким линиям, где производится настенная сплит-система. Все трубки радиаторов и необходимые внутренние компоненты выполнены из меди. Алюминия на линии мы не нашли. Конечно, для других брендов, если того требует заказчик, некоторые компоненты могут использоваться из алюминия. Но для продуктов, производимых под собственным брендом, исключительно медь.
После сборки каждый кондиционер проверяют, а также замеряют важные параметры работы. Целая линия огромных формовочных машин. Здесь при высокой температуре пластик нагревается, становится пластичным и принимает форму матрицы. Затем охлаждается до температуры, при которой изделие принимает заданную форму и стабильные размеры. А робот-погрузчик только успевает доставать пластиковые корпуса на конвейер. Конечно, при таких масштабах производства все процессы должны быть налажены быстро и четко. Ведь только на этом заводе производят до 8 миллионов кондиционеров в год. Невероятные цифры и очень красивый технологичный завод. А когда-то, в конце 80-х, Midea только начинала производить свои первые кондиционеры воздуха. Гуляя последние дни в городе Фошань, нам посчастливилось услышать игру на гуджене, традиционном китайском музыкальном инструменте. Уникальное звучание мелодии, исполняемое на этом инструменте, переносит слушателя в эпоху Древнего Китая, к невероятным открытиям и изобретениям, великим императорам и утонченной поэзии. Прекрасный момент, чтобы попрощаться с этим местом и отправиться в провинцию Аньхой. Путь от Гуанчжоу составляет почти 1275 километров. Самый дешевый способ добраться – это на поезде, но поездка займет более 10 часов. Но самый быстрый, конечно же, самолетом, всего за пару часов. Мы прибыли в провинцию Аньхой, сравнительно небольшой для Китая город Уху с населением всего чуть больше 3 миллионов. И здесь, конечно же, расположены заводы Midea. В этом городе наша цель – увидеть производственную площадку по изготовлению настенных двухконтурных газовых котлов и электрических водонагревателей, а также убедиться в качестве этой продукции, ведь от этого зависит тепло в ваших домах. Устройство завода, можно сказать, классическое. Большие аналитические отделы, большое количество роботизированных линий, комнаты тестирования продукции и инженерные центры улучшения и разработок, где люди в белых халатах работают над новыми моделями и технологиями. При входе нас встречают инженеры, которые, естественно, предупреждают, что снимать можно не все. Многие разработки и компоненты запатентованы и являются конфиденциальной информацией. 90% всех компонентов для этой категории продуктов Midea изготавливает самостоятельно. Линии для OEM и OBM производства разграничены. Для некоторых брендов-партнеров выделены отдельные линии. И естественно, что все внутренние компоненты для газового котла Midea изготавливает из прочных и износостойких материалов, таких как медь и нержавеющая сталь. Все компоненты тестируются на прочность, прежде чем запустить производство. По-настоящему разгуляться в дизайне позволяют электрические водонагреватели. Перед входом на производственную площадку мы увидели краткую историю развития модельного ряда, а также несколько выставочных моделей, которые отличаются необычайно красивым дизайном, формой и современным управлением. Как и на любом другом заводе, на одной продуктовой линии могут собираться похожие модели под разными брендами для OEM-производства. Бочка без внешнего корпуса выглядит, если честно сказать, так себе. Вообще, это и было главной целью посещения данного завода – раскрыть тайну, почему бак электрического водонагревателя выглядит так, как будто уже с завода покрыт какой-то коррозией, и своими глазами увидеть процесс запекания эмали. Ведь от качества выполнения внутреннего бака во многом зависит срок службы водонагревателя. А вот и сам внутренний бак еще до сбора его в единую конструкцию и покрытием эмалью высокой плотности. Толщина материала в зависимости от модели может варьироваться от 3 до 5 мм, а слой эмали создаст дополнительную толщину. Опять же, чем толще внутренний бак, тем лучше его долговечность и производительность. После соединения всех частей внутреннего бака в единое целое он проходит проверку на качество швов и герметичность. Внутрь закачивается воздух под давлением, и вся конструкция помещается в воду. В воде проще всего обнаружить, выходит воздух или нет.
И если утечка обнаружена, бак отправляется обратно на сварку, ну и так далее. Поэтому в герметичности внутреннего бака можно быть полностью уверенным. Каждая единица проходит проверку на качество. После баки складируются и ожидают своей очереди на покрытие эмалью. Бак заезжает в специальный контейнер, где внутрь бака наносится эмаль в жидком состоянии. Контейнер оснащен специальной центрифугой, чтобы бак повернулся в нескольких плоскостях и эмаль равномерно распределилась по внутренним сторонам. Далее бак отправляется в печь, где при температуре 800-900 градусов эмаль запекается и превращается в наипрочнейший материал, защищающий его от коррозии. Часть эмали после центрифуги остается на внешней стороне бака, поэтому после запекания он уже выглядит, как будто начал облупляться. Но это не должно вас беспокоить, ведь внешняя сторона никак не контактирует с водой. А остатки эмали свидетельствуют о том, что ее не пожалели. И вскоре она закроется новым красивым корпусом. Расстояние между корпусом и баком заполнится теплоизолирующей пеной. Проверку на полную работоспособность электронной части и систем защиты проходит вся выпускаемая продукция. Сложно представить какое-то огромное количество товара. Завод в городе Уху включает в себя линии и цеха по производству газовых варочных поверхностей и кухонных вытяжек. Продукция тестируется прямо на сборочной линии, проверяются конфорки и электроподжиг, а у вытяжек замеряются ее главные параметры работы – производительность и уровень шума. Мы пришли на фабрику, где делаются электронные компоненты и платы управления для техники Midea. Здесь производят компоненты для различных категорий товаров. Попасть на эту линию в качестве туриста крайне сложно. Весь процесс монтажа электронных компонентов на плату осуществляется с помощью автоматических машин-установщиков и технологичных аппаратов групповой пайки. Такие машины могут устанавливать до нескольких сотен компонентов в минуту. Вы только представьте, сколько времени бы это заняло при ручной работе. Ну и, конечно, использование автоматом уменьшает вероятность ошибки в несколько раз. Несмотря на это, каждая плата проходит диагностику на последних этапах. Пропуская ток через плату, осуществляется проверка на отсутствие обрывов или замыканий между электрическими соединениями. А для контроля качества монтажа используют оптические методы через специальный микроскоп. Он позволяет выявить наличие микротрещин, смещение компонентов в процессе пайки, распределение и дозировку паяльной пасты и лака. Линия СМТ выглядит крайне технологично, но настоящая магия происходит в центре разработок и инноваций. К сожалению, внутри инновационных центров и центров тестирования снимать нельзя, потому что это не просто завод, а целая лаборатория, в которой ежедневно трудятся сотни людей над качеством продукции Midea. Уезжая от центра инноваций и смотря на огромные территории завода, понимаешь, что компания Midea Group однозначно шагает в ногу со временем, а в чем-то даже старается его обогнать. И нам тоже пора двигаться дальше. Меньше чем через пару часов, благодаря китайским современным поездам, мы должны оказаться в городе Уси, где нас ждет еще одно посещение завода Midea. Этот город по праву носит звание «Жемчужины Великого канала», одного из самых древних и до сих пор функционирующих гидротехнических сооружений планеты. Это древний город со множеством живописных улиц, каналов и рек. Город Уси расположился в восточной части Китая в бассейне реки Янцзы. Город славится своими реками и озерами, а также промыслом рыбы. Недалеко отсюда находится озеро Тайху, в котором можно найти пресноводный жемчуг. Город развит экономически и туристически. В нем огромное количество туристических мест, и одно из них – это статуя Великого Будды. Статуя возводилась с 94 по 97 года. К статуе ведут 216 ступеней и 7 уровней. По пути к Великому Будде посетители могут увидеть 7 рельефных панно, которые рассказывают о происхождении Линьшаньских гор, а также о создании самой статуи. Туристический район Линьшань занимает площадь до 30 гектар. В
Входной билет приобретается в самом начале, а дальше от одной до другой достопримечательности курсируют небольшие электроавтобусы. Но если вы не ограничены во времени, прогуляйтесь пешком. Это действительно умиротворяющее место. Обилие зелени, чистый воздух и поющие птицы. А мы меняем восхитительные загородные пейзажи на современный интерьер и офис завода по производству стиральных и сушильных машин WuXi Little Swan. Бренд Little Swan уже давно входит в состав Midea Group. Под этим брендом выпускаются стиральные машины на китайский рынок. А завод выпускает технику не только под собственными торговыми марками, но и занимается контрактным производством, выпуская технику под брендами других компаний. Кстати, еще один премиум бренд, который принадлежит Midea Group, это Colma. Под ним выпускается техника премиум-сегмента в различных категориях, которая продается только на китайском рынке. Мы пришли в шоурум Midea стиральных машин, чтобы посмотреть, какие самые лучшие есть новинки в этом году. Бесспорно, здесь можно увидеть самые современные решения по уходу за вашей одеждой. Комбо-модели стиральной и сушильной машины, компактные варианты, шикарная структура барабана, которая не повредит волокна ткани, а дизайн этих стиральных машин станет украшением интерьера. Отдельные небольшие музеи стиральных машин можно найти и на крупных заводах, которые, например, принадлежат Midea Group. От такой маленькой малышки до практически космического корабля. В шоуруме представлен мини-музей развития стиральной машины. Первая модель 1978 года рождения с простеньким механическим регулятором, вертикальной загрузкой и активаторного типа всего меньше, чем за 50 лет превратилась в технологичную бытовую технику, которая разве что не убирает самостоятельно вещи в шкаф. Удобная комбо из робота-пылесоса и стиральной машины, где самостоятельный уборщик пола прячется под стиральную машину на зарядку. Ультра-мини-версии стиральных и сушильных машин для одной вещи являются еще и стерилизаторами, которые уничтожают бактерии и грибки с поверхности ткани. Думаю, что эти устройства идеальны для дезинфекции нательного белья. Кстати, многие врачи рекомендуют использовать максимально стерильное белье, поэтому тут либо кипятить по старинке, либо приобрести такие современные приборы. Территория самого завода уже по обыкновению ухоженная, чистая и огромная. Мы посетим одну из площадок, хотя их тут, конечно, десятки. Как и на многих других заводах, сборочная линия состоит из нескольких ярусов. Внутренние компоненты подготавливаются и собираются на верхних или нижних этажах, съезжаясь к центральной линии для финальной сборки и упаковки. На самой площадке могут располагаться несколько линий по производству совершенно уникальных моделей под разными брендами и для всевозможных рынков. Стиральные машины для американского рынка достаточно сильно отличаются от наших предпочтений. Каждая стиральная машина перед упаковкой проходит все тестирования на работоспособность. Замеряют все электрические параметры, уровни шума и вибрации при крутящемся барабане, а также тестируют с водой на наличие протечек. Поэтому, если вы вдруг достаете свою новенькую стиральную машину из упаковки и обнаруживаете в ней остатки воды, это хороший признак, ее точно тестировали на заводе. По сути, мы увидели и выяснили многое из крайне важных для нас моментов в производстве бытовой техники: материалы и сырье, изготовление сложных узлов и компонентов, проверку на качество выпускаемой продукции. Но прежде чем попрощаться с этой гостеприимной страной, мы еще успеваем прогуляться по набережной древнего канала у моста Цинмин. Старые дома, выполненные в традиционном китайском стиле, хранят истории настоящего Китая. Пейзажи водного города ночью освещены огнями по обеим сторонам канала. Если вы будете в Уси, обязательно побывайте здесь. Здесь можно купить сувенир в многочисленных лавках, отведать вкуснейшей местной кухни в маленьких кафе, своими глазами увидеть красоту сохраненных улиц небольшого китайского города и насладиться тихой, размеренной прогулкой. Китай, конечно, невероятная страна, разносторонняя, с разнообразной едой,
красивыми пейзажами и удивительными людьми. Если вы еще никогда не бывали в Китае, поставьте себе эту страну на заметку. А если вы еще не выбрали технику для дома, задумайтесь о том, чтобы приобрести Midea. Ведь эта техника за счет своего качества может сделать ваш быт намного проще, а порой и даже уютнее. Ведь недаром говорят: Midea, почувствуй себя дома.